Спасибо бельгийским страйкерам. Будем сегодня знакомиться с одним красивым немецким городом. Кёльн? Да, и с очень вкусным пивом. Откуда? Ты откуда? С Украины. С Украина? Сейчас еще найти эти. Так, ты снимай, как я кидаю, а потом выключишь камеру, я заберу. Какой ресторан? Вчера в Барнхардек приехали в ресторан. Сегодня приехали в ресторан. Вы приехали город смотреть или по ресторанам ходить? Я расскажу другую историю. Они сначала заманивают тем, чтобы, говорят, идем тебе что-то посмотрим. Ага. Заходят в магазин, типа тебе что-то смотрят, пока ты меряешься, она идет другой отдел, весь билдинг. Ага. Бордер. Бордер. Тетя Лена, вы знаете, вы ему привили вот этот момент ходить с шапочкой. Вот мне мама что-то не сильно это привила, а вот Вове привили. Поэтому не переживайте, тетя Лена, он в шапочке. Просто откисаем. Просто две бельгийские вафли. Ну что, Бельгия, поехали! На часах 4 утра, я в аэропорту и жду его. Знакомьтесь, это Рома. Посетил более 98 стран, считает себя travel-экспертом и всегда знает, как правильно путешествовать, даже когда его об этом не спрашивают. А это Вова, волосяной король. Знает все про волосы, но абсолютно ничего про путешествия. И сегодня они будут покорять Бельгию. Прекрасное начало путешествия. Рейс в Шарлеруа отменили из-за забастовки, поэтому будем сейчас срочно искать билеты в какой-то другой ближайший город. Ну, мы настроились улетать. Рейс у ребят отменили из-за страйка, но Бельгия находится в самом сердце Европы, поэтому добраться туда на самом деле довольно легко. Вокруг много аэропортов в соседних странах и всегда можно найти альтернативный вариант. Так, ну что, билеты мы купили, теперь главное успеть на самолет. Фух, успели. Успели. Еще и у нас места бизнес-класса с одним свободным местом. Короче, спасибо бельгийским страйкерам, поэтому, чтобы добраться до Бельгии, мы выбрали один очень интересный город и еще одну для нас страну. Поэтому будет не просто Бельгия, а будет еще немножко немецкого колорита. Я там буду вообще первый раз. Классно. Роман купил самые выгодные билеты, и ребята отправились в Дортмунд. Оттуда на поезде они уже планировали добраться до Брюсселя, но по дороге решили сделать небольшую остановку, ведь на маршруте оказался один очень красивый город, мимо которого ну просто нельзя было проехать. Уникальный аэропорт Дортмунда. Здесь автобусы ходят раз в час и все. Либо заказывать Uber. Мы с вокзала, нам нужно потом на Кёльн. Пока не сами сейчас. Ну вот, это вот если ехать до Кёльна от Кёльцвикена. Короче, местная нам рассказала, что до Дортмунда легче добраться. Это на такси водителя берут по 10 евро с человека, а автобус стоит те же 10 евро. С нашей строй мы влезем. Ну, конечно, ну, я думаю, он дольше будет ехать. Вова на 3 дня... Да-да-да, на 3 дня вещей набрал. Слушай, ты, я не знаю. Вот, смотри, теплый свитер, одни штаны, все, и курточка еще одна. Зачем тебе 3 куртки? Две. Ты как настоящая девушка, каждый день будет у тебя новый наряд. Да, ну конечно, я же должен руки менять, как под видео. Еще 2 платья осталось. Да, еще 2 платья, подсказывает девушка. Спасибо бельгийским страйкерам. Будем сегодня знакомиться с одним красивым немецким городом. И с очень- Кёльн? Да, и с очень вкусным пивом. Ты знаешь, мы находимся здесь где-то приблизительно час. Я не видел еще ни одного немца. Да, я тоже. Так я ж шутил, говорю, тут вообще немцы живут или нет? Или только украинцы на пособии? Не. Конечно, легко шутить, имея бизнес в Варшаве. Да. Да, да, да. А 400 евро, блин, с неба мне не падает. Не падает вообще.
Ну, мне кажется, здесь национальный язык становится арабский. Когда наша подружка сидела с водителем, там что-то смотрела на билеты, я хотела искать, ну вот и пригодились языковые курсы. Простите, пожалуйста, все украинцы, которые находятся в Германии. И не учат немецкий язык. Володя просто шутит. На самом деле, мы все понимаем, что сделаешь. Жизнь заставила. Да. Так, ладно, мы ищем свой поезд. Пивасик. А где Ты немцы? откуда? Ты откуда? С Украины. С Украина? Украины? А А ты где за немцы? войны приехал? Нема немцев. Проблема с немцем. Когда мы узнали, что у нас отменился рейс, у нас было, по сути, 3 варианта. Либо за 200 евро ехать в Амстердам, либо лететь в аэропорт Буве, ну тогда нам нужно было бы менять в Варшаве не Шопен, а Модлин, либо за 25 евро лететь в Дортмунд. Ну и, естественно, по прайсу мы выбрали последний вариант. Поэтому, когда рассматриваете поездку в любую из стран, не ленитесь проверять соседние аэропорты. Это может быть гораздо выгоднее и дешевле. Ну а за лайфхак обязательно подписочку, ну и лайк не забудьте. Давай, прежде чем гулять по Кёльну, нужно оставить багаж. Вот, кстати, Ага. вон Подожди. багаж. Ну тут нужна какая-то И машина. туда, и туда. Это вот это, наверное, оно и есть, или что это? Это фотография. А, вот он, ё-моё. Смотри. Вау. А он мне отдаст потом мой багаж? Да, вон, смотри. Есть даже поместить багаж чому, хранить. а чому не українською? Чему на украинскую? Товарищи немцы. Ну ладно, хотя бы южноукраинский. Так, подожди, нам, смотри, нам 24 часа, 6 евро. В течение одного дня, вон. Вов, тут написано крест. Все, не работает. Давай я здесь выбираем, и, наверное... А, мы не поместимся 2 чемодана. По одному, наверное, не думаю, что можешь один. А, ну да, бери тогда соседнюю. Вот такого. Это ж вот одна, он никуда же не денется, правильно? Ну, наверное, давай. Давай сейчас Ну, надеюсь, Все? надеюсь, нам за это ничего не будет. Вот так, блядь. Все, Нормально? давай. Так, ладно, окей, нажимаю, готово. Готово. Вот так вот человек просто экономит на путешествиях 6 евро. И доволен. Как будто миллион заработал. Надеюсь, что все будет окей. Но они прям так впритык стали. Все? Квитанцию взяли? Да. Жалко, что я шапку не взял. Ты подготовленный. Один мой микрофон, кстати. Все нормально. Сердцебиение. Он даже работает, кстати. Да, сердцебиение. Кстати, Володя, он Луи Виттон. Смотри. О, Сейчас бы девочки бананку. побежали Сейчас бы туда. бананку мне купим. Бананку? Сумочку. Мне надо новая сумочка. Минутка шопинга. Так, ну мне нужна шапка, но я выберу что-нибудь. Мне нравится Луизара, H&M Vuitton. Вот мне вот такие нравятся. Красивый, H&Gucci. красивый собор. Ага, ё-моё, нифига себе, он здоровый. Да, вон вход. Да, и здесь можно подняться на самый верх. Будем подниматься? Там 500 ступенек, по-моему. А, придумал на лифте. Да, на лифте, конечно. На лифте. Эскалатор идет. Кёльн – один из символов богатого культурного исторического наследия Германии. Город католической традиции и особой жизнерадостной атмосферы. Именно здесь появилась знаменитая кёльнская вода, а одеколон известный сегодня во всем мире. Здесь же находится легендарный Кёльнский собор, который некоторое время был самым высоким зданием в мире и до сих пор остается главным символом города и одной из самых узнаваемых достопримечательностей Германии. Но Кёльн славится не только историей и архитектурой. Именно здесь производят знаменитое местное пиво Кёльш, которое наши ребята, конечно же, решили продегустировать. Вот мы и попили пиво. Хотел показать, похвастаться, что я знаю, что такое long sleeve. Это футболка с рукавом, вот смотри, long sleeve.
Забыла еще добавить про Вову интересный факт. В его языке регулярно встречается контаминация. Это когда слова смешиваются и рождаются шедевры. Так лонгслив превращается в лонгслип, круассан в кровасан. И это только начало. Так что просто смотрим дальше и живем с этим. Зато ты теперь знаешь, что такое разлить пиво. Капец. Настоящий инстаграмщица. Прежде чем покушать, обязательно Да, снять. обязательно. Сейчас смотрите. Я надеюсь, вы когда смотрите, вы тоже кушаете. Вот это рамштейк. Это свинину, которую мы не кушаем. Ну, сейчас Рамадан. По-моему, свинину нельзя. Сейчас и кушать, по-моему, нельзя, но мы по чуть-чуть. И, конечно же, пиво. Самое главное, мы купили шапку. Не в Луи Виттоне, обычно, я даже не знаю, что за магазин спортивный. Мы это сделали быстро. Если бы это были бы наши жены, капец. Да? А еще мне нравится, я не знаю, как у кого, когда жена пойдет себе что-то купит дорогое, и у нее совесть гложет, что она купила, и начинает меня уговаривать на какую-то ерунду. Нужную, не нужную, но чтобы я тоже что-то приобрел, чтобы она себя чувствовала удовлетворенной, что не она одна потратила деньги. Не, я вам расскажу другую историю. Они сначала заманивают тем, чтобы, говорят, идем тебе что-то посмотрим. Ага. Заходит в магазин, типа тебе что-то смотрит, пока ты меряешься, она идет в другой отдел, блядь, себе уже что выбирает. И такая, ну мне вот это надо. Надо создать нам клуб мужчин, которые пострадали от женского шопинга, и проводить онлайн-встречи и обсуждать. Ну, ребята, ну ведь у каждого же так. Так, это чисто немецкое кафе. Слушай, наверное, подождать официанта? Тут нету wait to sit. А? Да не вижу, знаешь, вывески, типа, подождите, вас посадили. Ну, сейчас мы спросим. Так, смотрите, какое нам принесли пиво. Вот такое вот маленькое. И просто предупредили, что местные пьют всегда пиво вот именно с таких маленьких бокалов, когда у тебя заканчивается, просто сверху ставишь вот эту крышку, подставку, и тебе приносят новый бокал, даже без спроса. Нет. А что он сказал? По-другому. Как только заканчивается пиво, он тебе сразу приносит другое. А когда ты уже не хочешь пить пиво, ты ставишь, чтобы когда он не больше не хочешь. стял, чтобы больше не пить. Ну вот так, простите, Вова просто лучше знает немецкий, чем я. Английский. Володь, смотри, он принес пиво новое и просто отметочку поставил. Третий. Надо найти такой карандаш. И что? Надо не карандаш найти, а ластик, а не карандаш. Ластик, да. А если такая-то тушь для бровей? Ну ладно, мы... А эти, видишь, отличаются. Не подставишь, у него специальное. Вот как придумали немцы, а? Так, главное доехать до Бельгии. Ну могли же. Раньше могли. Вот что сейчас такое не строить? Сейчас Бурдж-Халифа, но она же не сравнится. Как можно вот это сравнить с Бурдж-Халифой? Посмотрите. Теперь начинается. Ну что, Бельгия, поехали! Брюссель часто называют столицей Европы. Именно здесь расположены штаб-квартиры Европейского Союза и НАТО. Но этот город знаменит не только политикой. Брюссель – это еще и настоящий музей архитектуры под открытым небом. Здесь находится великолепная площадь Гранд-Плас, футуристический Атомиум, а также знаменитые городские символы – писающий мальчик, девочка и даже собака. Но для многих путешественников Брюссель – это прежде всего гастрономический рай. Город славится своим шоколадом, вафлями, картошкой фри и, конечно, бельгийским пивом. История местного пивоварения уходит еще в средние века. Тогда монахи-трописты и другие монашеские ордена начали варить пиво, чтобы обеспечивать себя питательным напитком и одновременно финансировать свои монастыри.
У монахов были знания, время и ресурсы, чтобы создать напиток высокого качества. Так и родилась одна из самых известных пивных традиций Европы. Роман. Ну, Ну да, так ты сейчас... Он понимает, что ты сказал. ну, конечно. Я знаю, это международное слово. Yeah. Yes, yes. It's One? one? Oh, okay. О, ну, Володь, ничего, мы соединим, я думаю, да? Да, я думал, будет хуже, если честно. Тут даже есть место перед ногами, это уже просто... Ну это же не Потому Париж. что обычно, блядь, стена где-то должна быть вот здесь. Да, а вид, а ну давай, что там, написывающего мальчика, доргающую собачку. На красивые нидерландские, фламандские крыши. Брюссельский попрошу. Ладно. Слушай, ну хороший номер, а я одну не понял, а где уборная? Уборная там общая на этаже. А, не, есть. Ну, слушайте, довольно, ванна, пожалуйста. Будешь здесь с уточками плавать. И слава богу. Ну, отличный номер. Что еще нужно двоим холостякам? Ну, отлично. Приехать в Брюссель и кушать вьетнамскую кухню так себе. Я люблю вьетнамскую, таиландскую, Тайскую. тайскую, таиландскую. Таиландскую. Так, а какую кухню надо кушать? Сосиски и жареную картошку с В шоколадом? Брюсселе? Бокать пива? Жареную. Да, мы в поисках Лев Руби обязательно. Это топовое пиво, надо его найти. Вот мы Просто найдем. один за одним. Что? Тайская кухня, одна за одной. А так Таиланд, это же бывшая бельгийская колония, что не знал? А, Ты что? блин, капец. О, смотри, тупо 4 ресторана подряд азиатские. 5. Ха, капец. Ну, 5, прикинь. там вон, посмотри, идут же азиаты впереди. Одни азиаты, слушай. Belgian fries. Так, это у нас ирландский паб, непопулярный, походу. Боже, какой он красивый. Так, Стелла Артуа. Вот они хозяева Лёфе. Или Лев, или Лёфе. Ну Пошли так туда. идем, да, смотри, какая вывеска большая, там какие-то Ну. серьезные ребята. Но мы что же... Помещение на фасаде в центре Бельгии. Мы Ты что же делаешь? не янтарем-то деланы, а? Мы на оболоне выращены, черномором подкормлены. Его нашли. Вот это кафе. Сразу видно, кто скучал за Лев Руби. Давай, сразу мне говори, есть ли разница. Я тебе сейчас скажу. Ну, разница есть. Там, после Насыщенная. Да, есть разница. Понимаешь, почему мы искали? Это чуть сладче. Тут Да. то казалось совсем без сахара, а тут как чуть-чуть слаще. Я понимаю, что кто-то не считает вообще это за пиво. И слава богу. Это такое пивко, как говорят. Но попробовать надо обязательно. Доброе утро. Часть вторая. Брюссель сегодня, погода нас просто решил шикарно порадовать. Дождь. Дождь прямо такой, я бы сказал, что... Поэтому мы едем Передача. дальше. Поэтому, да, мы приняли решение ехать туда, где нету дождя, где есть светлое будущее, где прекрасные поля и где очень вкусные бутерброды с селедкой. Мы едем в Одессу. Ладно. Хавать мы едем фаршмак. в Нидерланды. Ну а пока, слушайте, зашли в классное кафе, потому что, ну, во-первых, мы же в Брюсселе. А Брюссель это что? Столица шоколада, пива и вафлей. Правильно? Поэтому мы пришли в кафе, где готовят шикарные брюссельские вафли. Только не сладкие, а соленые. Поэтому мы обязательно вам покажем. Но это будет, мне кажется, очень вкусно. 100%. Всё. Тест попробовал. Так, Вова взял себе 4 сыра. Call me Jesus. Это Call me назови Jesus. меня Иисус. На самом-то деле. да? Ты понял, ты ему for cheese, а call me cheese, а там call me Jesus. А мне Ну, показалось, типа, что... как бы Я и сыр, понял. и Иисус, и все вместе. Так ты, оказывается, у нас богохульник. Боже мой, как ты можешь кушать? Называй меня Иисус. Ладно, друзья, я взял сальмон. Посмотрите, какая это красота. Бельгийская вафля зажарена, и это все еще с яйцом Бенедикт. Это просто нямушка. Погода в Брюсселе совсем не располагала к прогулкам. Не зря страйкеры выбрали именно это время для своей забастовки.
Поэтому наши ребята решили сменить локацию и покинуть дождливый Брюссель, отправившись в сторону знаменитого анклава. Поедем в Нидерланды, потому что, вы сами видите, какая погода. Кстати, машину забронировали, друзья, на 2 дня, 38 евро за 2 дня. Поэтому, если хотите бронировать также, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Ну и не забывайте переходить на наши курсы самостоятельного путешественника, где мы рассказываем, как выгодно и дешево путешествовать. Ну а мы погнали. Светлое будущее. Есть на карте место, где границы – это не линии между странами, а часть повседневной жизни, где один шаг может перенести тебя в другое государство. Здесь граница проходит по улицам, по домам и даже по комнатам. Добро пожаловать в Барли-Хертег, или, как его называют нидерландцы, Барли-Нассау. Но сначала объяснение, как же это получилось. А за это нужно благодарить Средневековье. Задолго до появления каких-либо государств на этих территориях жили лорды и герцоги, которые любили меняться землями, любили продавать ее. И со временем, когда на этих землях появились 2 государства, Бельгия и Нидерланды, они решили уважать средневековые документы. И так часть лордов стали бельгийцами, а часть герцогов стали нидерландцами. И сегодня мы имеем эту необычную границу, где ты можешь зайти в дверь через Нидерланды, а выйти через другую дверь в саму Бельгию. Number 13 and an extra exit. Самые популярные номера именно в этой гостинице, это, конечно, те, у которых проходит граница. Есть прямо номера, внутри которых проходит граница, она нарисована, но вы сами понимаете, эти номера пользуются спросом. Наш номер, он обычный, он выходит, как мне объяснили, на голландскую сторону, но он тоже симпатичный. Ну и с одной стороны, какая же разница, где ты, в Бельгии, в Голландии, главное, что ты в этом необычном городе. Ну что, давайте посмотрим номер в этой необычной гостинице. Вот так вот он выглядит. Я, честно говоря, даже не знаю, на какую сторону он выходит. На бельгийскую или голландскую, ну, вот так. Знаете, если бы все границы мира были бы вот такие, как здесь в Барли-Хертеге, я уверен, что никогда бы никаких войн не было. Вот так вот один шажок, друзья, и мы в Бельгии. Ну а если мы хотим откатиться назад, мы окажемся не в прошлом, мы просто окажемся в Голландии. Вот так вот, точнее сказать, в Нидерландах. Еще раз, мы сейчас в Бельгии. Я думал, как понять, где Бельгия, а где Нидерланды. И вот тут полоса это размывается, вроде бы как заканчивается. Но потом, Стоп, подожди, машина, давай, ну пошли, потом пошли. я увидел, что вот идет граница, вот так вот прямо, потом раз, часть дороги уже, ого, тут гоняют. Часть дороги уже идет сюда, и вот она продолжается, дальше идет через дом. С этой стороны Бельгия, с этой стороны Нидерланды. Идем посмотрим, чем она там заканчивается. Где, видишь, ну, мы же идем вдоль границы, ты понял? Отлично. Самая популярная фотография – это за ручки перепрыгнуть через гостиницу. Через гостиницу, через границу. Я понимаю, что старые привычки берут вверх, но не надо. Ну что? Прыгай, я так уже несколько раз перепрыгивал. Ну это же не река Тиса, легко перепрыгнуть, давай. Володь, перейди сюда, в Нидерландах интернет лучше ловит. Иди сюда, вот. Сейчас, да, надо по работе ответить. Сейчас. Вот, отвечаю. А я пока здесь отдыхаю. Все. Слушай, ну в Бельгии, я вам скажу честно, как-то воздух, знаете, посвежее. Нету запаха вот этой жженой травы, ну вы понимаете, про что я. А вот переходишь в Нидерланды, и сразу чувствуешь иные запахи. Не знаю. Они же большие фанаты футбола. Мне больше всего интересно, вот когда играет сборная Нидерланды, сборная Бельгии, за кого болеет Барли-Хертег? Ну, по домам, кто где живет, куда какая дверь выходит, в какую страну. Вот так вот. А если, получается, Нидерланды обыграли бельгийцев, значит, Барли-Нассау замурует дверь Барли-Хертегу.
Ужас. Ну, не знаю, с одной стороны смотришь, это все классно, с другой стороны думаешь, ну, как же они так смогли? Заходи. Вот же ресепшн. Мы уже там были. Заходи. Все. Направо. Сюда? Да? Открывай дверь. Нифига себе. Тайная комната Гарри Поттера. Ого. Давай. Чулан, как там называлось? Туда. 15 туда. Наше любимое число, Рома. Да, ты представляешь? Просто никто не заказывал. Вообще. Я думал, это ты Не, специально загадал. это хорошо, что у Свое нас, любимое что у попросил. нас не 14. Ну да, кстати. На 14 не было. Держи. Ну что, мы сейчас в Бельгии и идем в Нидерланды. Границы не выровняли, территорий не объединили, оставили все так, как когда-то договорились много веков назад. Так среди обычных улиц и домов возникла уникальная мозаика, где две страны переплетаются в одном пространстве. Так появились Барли-Хертег и Барли-Нассау. Два города, которые живут бок о бок, разделенные линиями на асфальте и объединенные общей историей уже много лет. Короче, пришли в какое-то местное кафе, где играет бильярд без луз. Я не знаю, как это называется. По-моему, как-то на «С» эта игра. Где, вот смотри, луз нет, но какой-то смысл в этом. Что, возьмем обычный пул? Давай. Вот так вот местное дыхание. Вот мне интересно, ребята, как эта игра называется? Вы знаете, когда 3 шара и люди играют? Ну, короче. Карманный бильярд. Вот так местные расслабляются. Ну, а чем еще заняться? Таможня дала добро. Кстати, посмотрите обязательно фильм французско-бельгийский. Таможня дает добро. Как раз, наверное, очень он будет схож. And lemon. И он как раз будет именно схож с границы Барли-Хертега, где будет рассказываться история про приграничные города, которые жили во время отсутствия единой границы. Они могут сказать просто «Let's play billiard». Короче, Normal бильярд, это обычный для них бильярд. Короче, друзья, мы узнали, этот бильярд называется у нас карамболем, в такое французское название. Но здесь они называют его просто обычным бильярдом, normal бильярд, и все. Let's play бильярд, просто бильярд. Да, да, Нет, даже normal, просто это бильярд. Просто бильярд, да, а мы его называем карамболь. Это где 3 шара, но правила не В знаю. наших странах вы играете не в бильярд. Вы играете... Ваши виды спорта называются, как там писалось, пул-бильярд и еще как-то там. Писал только, что с лузами у них по-другому называется. То есть бильярд для них это вот это вот. То, что с лузами называется пул-бильярд и еще как-то, я уже не помню как. Короче, не весь бильярд тот, что бильярд. И не тот, что бильярд является весь бильярдом. Это запомните, это выслов вам из Барли-Хертега. Ваша страна очень красивая, все здания очень красивые, улицы красивые. В других странах, возможно, если вы не были в других странах и никогда не видели, но в других странах я никогда не видел настолько красивых улиц и зданий. Я хочу спросить вас, ребята, с какого возраста вы можете употреблять алкоголь? В Бельгии в 16 лет. Но тут, в этом селе, ты можешь с 12 лет. Хорошо. Но правила в Бельгии и Нидерландах одинаковые? В Бельгии в 16, в Нидерландах 18. Короче, 20 метров ты можешь с 18, 20 метров назад с 16. Короче, получается так, друзья, что получается 18 лет можно в Нидерландах, но когда пацанам хочется выпить, они переходят в Бельгию. В Бельгии можно в 16. Окей.
Okay, guys. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Чао-чао. В Барли-Хертаге настолько безграничное все, что даже в уборной нету двери. Вот представьте, вот уборная, все, ни шторки, ни двери. Вот тебе, пожалуйста, ванна, ну и там за углом есть, да, туалет. Но самое интересное, все сделано так, что... Вон оно чего. Понимаете, друзья, нельзя границу. Все безграничное. Вот так вот. Поэтому будьте аккуратны, будете там испускать предметы жизнедеятельности в Бельгии, а умываться будете в Нидерландах. День Номер 3. номер 3. Короче, мы поняли одно. В Нидерландах хорошо, но завтрак никогда здесь не берите. Завтрак был просто паршивый, да, Володь? Ну да, но я хавал вкусные завтраки в Нидерландах. Не надо в Нидерланды бочку катить, мистер бельгиец. Ну, кроме рыбы и травы, ничего больше другого делать не умеем. Короче, третий день. Мы идем изучать Барли-Хертаг полностью. И дальше едем в безумно красивый город, где будем жить в очень необычном отеле. Вот так живет свою жизнь бизнесмен-ютубер Володя. Ютубер, да? В данный момент он смотрит, с кого можно срезать волосы, а самое главное, кому можно продать. Поэтому всем лысым трепетать или трепещать, потому что Володя скоро всех оволосит. Все. Все, я закончил. Закончил? Да. Ну все. Всем косичку. За ними уже идет граница, уже за ними идут 2 дома в Нидерландах. Уходит граница, вот начинается Бельгия. Мне интересно, вот этот дом. Ага, это дом бельгийский, а вот тот нидерландский. А сейчас где мы? Сейчас мы в Бельгии. Да, мы в Бельгии. Практически каждый дом идеально сделан, ремонт, все, посмотри, вон. Вот так он идет, да, прямо типа нарисовано. Ну красиво же. Просто красиво. Смотри, Ага. нидерландский. Тут проходит граница, и тут уже он... Тут еще не повесили номерочек, вон уже начинается номер 1 бельгийский. И ровно, знаешь, она идет, а вот так вот. Ну да, слушайте, а это самый открыто, фотогеничный дом. Вот, дом, который разделен. Идемте заглянем. Идемте заглянем. Тут жалко машину поставили, но... Вау. Нас, думаешь, пустят туда? Не, Там кто-то живет. Да? Это дом. Я думал, что это как... Вы живете тут? Что? Вы живете тут? Нет, мой друг тут живет. Эта сторона Нидерланды, а эта сторона Бельгия. А это граница, да. А внутри есть граница? Да, граница проходит сквозь дом, деля его на 2 части. Бельгийскую и нидерландскую. Вы можете ходить по-маленькому в Нидерландах, а по-большому в Бельгии. Во времена Второй мировой войны и продуктового дефицита люди занимались контрабандой в нашем городе. Как вы говорите по-английски, покупали масло, вино, да-да, понимаю. В Нидерландах заходили с обратной стороны дома, через их часть, а выходили из этого дома в Бельгию и дальше продавали. Мафия, very Thank you. interesting. Thank you. thank you. Если бы мы были на канале Варламова, мы могли бы вот это так снять и сказать: посмотрите, друзья, посмотрите, какая грязь. И это вам Нидерланды. Вот так, как живут Нет, бедные это люди. точно, граница проходит наполовину этой грязной дороги, поэтому это и Нидерланды, и Бельгия. Но суть была в том, что на самом деле грязь можно найти везде, свинья всегда найдет болото, правда? Но если смотреть вон туда, мы видим болото и грязь, а если смотреть вот сюда, мы видим небритого человека на границе. Ну и вот такие вот красивые. Одной ногой в Нидерландах, одной в Бельгии. Один шапку. Все. Как маму зовут? Лена. Лена? Тетя Лена. Елена Александровна. Так, тетя Лена или Лена Александровна? Елена Александровна, скажи, Короче, да, будет более понятнее будет. Более понятно. Тетя Лена, вы знаете, вы ему привили вот этот момент ходить с шапочкой. Вот мне мама что-то не сильно это привила, а вот
Вове привили. Поэтому не переживайте, тетя Лена, он в шапочке, накормленный, сытый и даже немножко выпивший. Но не сейчас. Дальше наши ребята держали путь в новый город. Володя, А? куда мы приехали? Мы приехали в отель, вот такой вот отель в церкви. Либо в костеле. Кстати, это церковь или костел? По-моему, это одно и то же, только для разных конфессий по-другому называется. Правильно. Ну, тут какая конфессия была? Тут католики или... Гугеноты, чувак, мы в Европе, здесь все католики. Ну, не знаю. Ну, я знаю точно, В смысле, что... ну, есть православные еще. Ну, есть. Польша есть церкви и так далее. Ничего, так, ну что, заходим. Друзья, заходим сейчас. Мехелен – один из самых уютных и исторических городов Бельгии, расположенный между Брюсселем и Антверпеном. В средние века он был важным религиозным и политическим центром страны и считался одним из самых церковных городов Европы. Вот прикинь, что здесь на 20 тысяч населения в свое время было 40 церквей. 40. Это 1 на 500 человек. 1 на 500 человек. А Средний показатель. средний считается на сколько? Средний показатель На 10 на тысяч. разных конфессий, да, 5-10 тысяч. 5-10 тысяч. Это включая разные конфессии. А храмы. здесь 1 на 500. Я думаю, это была, наверное, одна конфессия какая-то. Да, здесь просто решили, и застроить церквями все, что можно. А сейчас не знаю, что с ними делать, и поэтому переделывают церкви в рестораны, в бары, в библиотеки и даже в гостиницы. Вот так. Когда-то молились, раньше там отпевали, а теперь там просто пьют. Город настолько связан с церковной культурой, что здесь невероятное количество колоколов. Именно поэтому здесь особенно популярен карильон – музыкальный инструмент, похожий на пианино. Только вместо струн у него настоящие колокола. Давай еще прогуляемся. Опять ресторан. Какой ресторан? Вчера в Барахартек приехали в ресторан. Сегодня приехали в ресторан. Вы приехали город смотреть или по ресторанам ходить? Хорошо. Идем прогуляемся хотя бы. Не, ну если, конечно, будет дождь, долго не погуляем. Ну, мы можем пока пойти здесь. Ресторан. Рынок еды. Бельгийский. Знаешь, как девочки вот снимают вот эти постановы? Сам, Катюша, скажи, а что это? Давай, рассказывай. Рынок еды. Когда Рынок еды. построен? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ладно. Идем, сейчас будем сейчас снимать обзор на еду. Будем сейчас пробовать. Я предлагаю что там сначала есть. продегустировать, а потом можно и обзор снять. Вау! Не, ну, слушайте, прикольно, только вытяжка слабовата. Да. Вот, пожалуйста. Все, что мы любим, да? Вообще. Ну, это все, давайте, это арабское, а сейчас Рамадан, все-таки зачем? Ну, хочется рыбное что-то. Бельгия фаворит. А что за Бельгия? Что это такое? Продукт. Как тебе Мехелен? Река здесь течет, не переживай. Как тебе Мехелен? Очень понравился. Очень. Не, на самом деле прикольный город, много исторических зданий, видно, такая старая Европа. Ну вот этот, оказывается, Симпатичненько. рынок, где мы вчера обедали, кстати, обедали мы там невкусно, это тоже бывшее здание церкви. То есть тут церковь переделывают под рынок еды, бары, рестораны, отель и даже библиотеки. Вот так вот. Мехелевчане молодцы, они находят применение всему. Вот так, чтобы здание не стояло, его не сносили, просто берут и делают. Ну, слава богу, что не какие-то не публичные дома, а что-то такое интересное.
По пути ребята успели заехать еще в один исторический городок Динан, живописный город на берегу реки Маас, который часто называют душой долины Мааса. Он знаменит своими сказочными пейзажами, величественной цитаделью, возвышающейся над городом, скалой Боярд и необычным скальным собором Нотр-Дам. Именно здесь родился Адольф Сакс, изобретатель саксофона. Поэтому на улицах города можно увидеть десятки ярких скульптур в форме этого инструмента. Динан также известен своими пещерами, старинным аббатством Лёв и местным твердым печеньем. А еще именно здесь, в 13 веке, монахи впервые сварили знаменитое бельгийское пиво Лёфи, которое сегодня известно во всем мире. Володя, говори что-нибудь про этот замок. Мы приехали посмотреть на замок 19 века. А что 19-го, а что не 17-го? Потому что 19-го, в 1653 году его построили. Ага, понял. Через 23 года после Бельгийской революции. О, как! В знак своей независимости. В знак своей независимости. Был один из первых бельгийских замков. Хорошо. А что означает 3 отверстия под мостом? Что у Бельгии было 3 пути. Да? И она выбрала какой-то посередине. Ну, слушайте, уже можно историю преподавать. Не попали в просак. Не попали в просак, правильно. За это путешествие ребята успели увидеть сразу несколько удивительных городов Европы. Они побывали в величественном Кёльне, прогулялись по атмосферному Брюсселю, посетили уникальный город-анклав Барли-Хертог, заглянули в уютный исторический Мехелен и завершили маршрут в сказочном Динане на берегу реки Маас. Каждый из этих городов оказался по-своему особенным и подарил свои впечатления. Новые истории и еще одно маленькое приключение на карте Европы. Путешествуйте, друзья! Наш мир невероятен. Просто откисаю. Просто 2 бельгийские вафли. Я бы что-то сладенькое, конечно, бы сейчас на ночь бы съел, чтобы совсем уже вредно провести этот день. Ну, слушай, давай ляжем отдыхать и вредно проведем завтрашнего дня, хорошо? Утром пойдем купим сладенькое детям, женам. Ну да, вот уже зубы почистил. Ну да. Все. Спокойной ночи.